Готовлю самые простые, соленые и сладкие гренки на сковороде. Можно приготовить из свежего, а можно, как у меня, из сухого батона. Готовится одинаково. Батон у меня пролежал 5 дней. Местами начал менять свой цвет. То, что не понравилось, обрезала. Нарезаю не очень толстыми ломтиками. В миске или в глубокой тарелке взбиваю одно яйцо. Взбиваю просто вилкой. Чтобы было вкуснее, чуть подсаливаю. И перемешиваю, чтобы соль разошлась. А вы на канале готовим с вами вместе. На сковороду наливаю растительное масло и хорошо разогреваю. Соль в яйце растворилась, еще раз перемешиваю для однородности и обмакиваю нарезанный батон с обеих сторон в яйце и выкладываю на разогретую сковородку с разогретым маслом. Слежу за тем, чтобы яйцо хорошо покрыло батон с обеих сторон. Жарю на среднем огне. Слежу за тем, чтобы гренки не горели, а жарились. Но и маленький огонь делать не стоит, иначе не получится зажаристая корочка. На каждой стороне жарю приблизительно по 2-3 минуты. Слегка зарумянилась и переворачиваю. Добиваюсь желаемой красивой румяной корочки. На 3-4 гренки уходит приблизительно одно яйцо. Когда гренки зарумянились, выкладываю на тарелку. Такие соленые гренки вкусно кушать и с первым блюдом, и со вторым, и можно с чаем, с вареньем. А теперь сладкие гренки. В глубокую тарелку или миску к сырому яйцу добавляю 3-4 столовые ложки молока и 1 столовую ложку сахара. На сковороду наливаю растительное масло и сковороду хорошо разогреваю, а можно жарить и на сливочном масле. Сахар растворился и еще раз перемешиваю для однородности. И каждый ломтик хлеба с обеих сторон хорошо обмакиваю в смеси яйца и молока. И сразу отправляю на разогретую сковородку. Я добавляю 1 столовую ложку сахара. Если хочется более сладкие гренки, то можно 2 и 3 столовые ложки. А еще можно добавить немного ванили или ванильного сахара. И молоко, и яйцо у меня из холодильника. Смеси 1 яйца и 4 столовых ложек молока хватает приблизительно на 8 гренок. Жарю сладкие гренки на среднем огне, чтобы жарились, а не горели. Гренки с сахаром очень быстро могут сгореть, потому что сахар быстро карамелизируется. Поэтому надо почаще переворачивать, чтобы не пропустить красивую хрустящую золотистую корочку. Сладкие гренки готовы. Выкладываю на тарелку. Такие гренки, как тортики. Сладкие, нежные и вкусные. Гренки как сладкие, так и соленые. Самые вкусные, как только приготовлены. Но даже на следующий день, если разогреть в микроволновке секунд на 15-20, то они становятся и по вкусу, и по внешнему виду, как свежие. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!